ти. О, прикольно. Прикольно. Класс. Опа. Опа. Да ну в баню, блин, не хочу больше на таких горках кататься. Примерно 50 километров от Кракова городок Затор. Подъезжаем к крупнейшему в Польше парку развлечений Энерджеландия. Сейчас конец мая, так называемый невысокий сезон, поэтому 3 билета обходятся нам 530 злотых плюс 20 злотых за парковочное место. Кроме того, что мы приехали в невысокий сезон, сегодня еще и пятница, то есть будний день, поэтому у нас теплится надежда, что людей в парке много не будет. В половине 11-го въезжаем на огромную парковку. Машины едут нескончаемым потоком, поэтому надежда на небольшое количество посетителей лопается как мыльный пузырь. Между стоянкой и главным входом в парк курсируют специальные вагончики. Но поскольку такой транспорт ушел непосредственно перед нами, решаем размять ноги и бодрым шагом направляемся в сторону главного входа в парк. Ну а как выглядит такой трансфер, вы можете увидеть на этих кадрах, снятых уже тогда, когда мы выходили из парка. No давай. Poczekaj, Henia. Go. Chodzisz? No. Tam. Входим на территорию парка. Не стоим в очереди у касс, поскольку билеты у нас уже были куплены заранее через интернет. Желающие снять свои приключения в парке на спортивную видеокамеру должны понимать, что на каждом аттракционе от сотрудников парка они услышат следующий вопрос. Oczywiście. Чтобы утвердительно ответить на такой вопрос, надо, во-первых, позаботиться о наличии специального крепления камеры на грудь, и, во-вторых, получить у охранника, который находится непосредственно возле входа в парк, специальную зеленую наклейку, которая подтверждает безопасность крепления камеры. Сама территория парка огромна и напоминает запутанный лабиринт. Думаю, что время от времени вы будете попадать в следующие ситуации. И что там закрыто? Проход, что ли? Ясно. Тупик. Тупик, ребята, тупик. То показы каскадерские. Короче, мы не сюда пошли. Максимально избежать подобных ситуаций и хоть как-то спланировать свое пребывание в парке вам поможет карта Энерджеландии. Все аттракционы и объекты в парке на этой карте выделены соответствующим цветом. Например, экстремальные аттракционы, которые изначально только нас интересовали, выделены красным цветом. Сейчас посмотрим на парк с высоты птичьего полета. Для этой цели отлично подойдет колесо чудес в оригинале Wonderwheel. Само колесо обозрения находится в зоне драконов, а его высота в 53 метра дает возможность насладиться чудесными видами на парк развлечений.
Сейчас вы видите расположение и название наиболее экстремальных аттракционов с указанием номеров, которые идентифицируют их на карте. К слову, уже в парке мы решили не кататься на водных аттракционах, насмотревшись на людей, вымокших буквально до нитки. Вместе с тем, на территории парка есть специальные турбосушилки, но это не изменило наше решение. Не хочу я еще тратить время на турбосушарку. Ну, высоте насколько больше, это, ну, не просто прям. Ну, нас тоже должны выпустить. Я так надеюсь. А сейчас покатаемся на действительно экстремальных аттракционах. Наша первая цель – Гиперион. Возле каждого аттракциона есть свои мини-выставки уничтоженных вещей, которые выпадают из карманов отдыхающих. Поэтому сперва складываем рюкзак, кепки, телефоны в шкафчик, который арендуем за 14 золотых. Получаем вот такой браслет со штрих-кодом. Но вернемся к Гипериону. Напомню, сегодня пятница, будний день, поэтому ждем в очереди каких-то смешных 35 минут. Непосредственно перед входом на посадочную площадку вся толпа людей разбивается на 3 потока. Уже сейчас могу посоветовать, если хотите иметь шанс сесть в первую тележку, всегда выбирайте очередь номер 1. Наконец оказываемся непосредственно на посадочной площадке. Впереди нас ждет трасса длиной 1450 метров, скорость 142 км в час и перегрузки до 4,8 G. Можно прямо сразу садимся здесь. О. На то куда? Ага, сюда, вот, видите, то есть вот. Да. А тебе не надо было?
Сразу хочу ответить на вопрос, кто там кричал как недорезанный. Отвечаю, кричал я, сам был удивлен, поскольку являюсь личностью довольно сдержанной, но тут эмоции, как говорится, вырвались наружу. Там мне было страшно. Но мы сделали это. Я так тебе помогу. Открываем. Выйдя с Гипериона, устремляемся к очередному аттракциону Space Booster, космическому ускорителю. Высота аттракциона 40 метров, скорость движения 100 км в час, перегрузки до 4G. Идем сюда. Ну, тут меня вообще прижало вообще, я тебе хочу сказать, как сплющило. Вылетите, ну, Но тут вылететь вообще нереально. будет сложно. Не, потому что там на меня вот именно, ну, немножко как с сидушки подбрасывало, понимаешь? Поэтому было страшно. Ну, постараюсь в этот раз так не кричать. Да ладно, Ари. Может, я буду орать в этот раз. О, класс! Красота! О, красиво как! Сейчас там ребята будут саживать, а потом можно посмотреть, куда мы идем. Да, это будет, к сожалению, не работает. Угу. В том числе вот эта часть красная, она тоже не работает. Ну, сейчас пойдем на эту красную. Ага. Ну, с Богом! Пока что не страшно. То есть мы набираем скорость. Так, хорошо. Ух ты! О, прикольно, 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 прикольно. Ух ты, класс! Опа! Опа! Уху! А? Вот это да! Опа, класс! Вау, 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 вау! Не, ну мне менее страшно! На Гиперионе было страшнее! Серьезно! Вау, ну классно! Ха-ха! О! Вау, 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 вау! Супер! Не знаю почему, но мне на Гиперионе было. Серьезно? Не, потому что я здесь зафиксированный.
Я вот здесь зафиксированный вообще. Я вот понимаю, что у меня люфта тут вообще никакого не было. А на Гиперионе меня там кидало вообще не знаю, как из стороны в сторону. Супер. Ну что, не кричал? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вон, смотри, какой дракон интересный, тоже для фотографий. Почему не могли сделать тогда вот этого дракона? А нет, там же красавец. А, то это ладья. Впереди видим семейный водный аттракцион Viking Ride. Слева находится автодром Extreme Show. На автодроме ничего не происходит, поэтому заглянем за забор Viking Ride. Направляемся в сторону следующего экстремального аттракциона «Формула». С одной стороны, «Формула» — это, пожалуй, самая короткая, так называемая американская горка парка, поскольку имеет длину всего 560 метров. Но с другой стороны, изюминкой этого аттракциона является то, что, во-первых, вагончики разгоняются до скорости 100 км в час всего за 2 секунды. А во-вторых, петли, подъемы и спуски аттракциона обеспечивают перегрузку до 4,5 G. Но планетариум нас не интересует. Формула, ты считаешь это? Идем. Do góry. No mówię do góry. Max! Odepnij teraz pas. Please no unfasten your seatbelt.
Ну на что-нибудь уже, сколько там это не будет длиться ожидание, но мы на них должны попасть. Да. Потому что уже сейчас 1:30. Сейчас если потратим времени, ну образно говоря, минут по 40-45 только в ожидании. Ну, то есть плюс 2 часа. То есть это вот тебе 4 уже часа будет. Следующая в нашем списке аттракционов американская горка Майя. Скорость, развиваемая вагончиками на этом аттракционе, составляет 80 км в час, а целых 5 переворотов приводит к перегрузкам почти 5G. Конструкторы Майи утверждают, что ощущения на этой горке аналогичны тем, которые испытывает летчик во время экстремальных виражей на истребителе F-16. Там крутит знатно, слушай, запрещен. Крутит знатно. Прости, że ja cię tak dużo nie przypomnę. Jak to zdjęcie kupujemy? Ну, погнали! А, класс! Proszę odepnij teraz pas. Please now unfasten your seatbelt.
Прокатившись на Мае, тихо радуюсь, что детская мечта стать летчиком так и осталась несбыточной. Шутки шутками, но это был уже наш 4-й экстремальный аттракцион за 4 часа пребывания в парке. Свидетельством этого достижения стала нарастающая головная боль. Сжимаем волю в кулак, пьем обезболивающие таблетки и устремляемся в зону драконов, чтобы испытать, а сейчас внимание, самую высокую в мире деревянную американскую горку Задра. Следует отметить, что эра настоящих деревянных американских горок уже давно ушла в прошлое. Задра – это современный представитель так называемых гибридных горок, где вместе с деревом используется металл. Самыми важными параметрами Задры являются следующие. Высота 63,8 метра, угол падения вагончиков на старте невероятные 90 градусов. Для сравнения, в Гиперионе угол падения составляет каких-то смешанных 85 градусов. Кроме того, Задра может похвастаться 3 переворотами и максимальной скоростью 121 км в час. Ну, он должен допрыгнуть, я так думаю. У меня ножки не знаю. Это у нас слабо. А сейчас? У меня как-то совсем не могу. Мне стрёмно, я могу вылезти. Как это? Ну так вот. Не вылетишь, Тася. Мне стрёмно, я могу вылезти. Как это? Ну так вот. Не вылетишь, Тася. Думаю, именно так мужчина должен поддерживать свою женщину. Ноги сожми крепко. О, ногам.
баню, блин, не хочу больше на таких горках кататься. А сейчас прогуляемся по зоне драконов, а также заглянем в Свитваллей или Сладкую долину. Сейчас вы можете увидеть цены на сладости. Итак, суши, то есть холодный напиток из ароматизированного дробленого льда, стакан 300 мл стоит 12 злотых. Попкорн и сахарная вата 15 злотых. Мороженое 9 злотых за шарик. Пол-литровая Кока-Кола, Пепси, Липтон 15 злотых. Тем временем погода начинает стремительно портиться, сгущаются тучи, начинает накрапывать дождь, который время от времени усиливается. К слову, дождь никак не повлиял на работу большинства аттракционов. Единственное, мы так и не посмотрели отмененное из-за дождя адреналин-шоу, представляющее экстремальное вождение. Пытаемся хоть как-то компенсировать упущенное и катаемся на семейном аттракционе под названием «Формула Автодром». Так, Тасёныш, я тебя атакую. Атакую тебя, говорю. Опа. Бамс. О, давай, так. Поехали. Так. Опа. Оп, Тасёныш, получай. Молодец!
Супер! Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Опа, получай. Уа! Ура! Тем временем тучи на горизонте все Не больше знаю, сгущаются. я не Время хочу. 16:00. Хотя до закрытия парка еще целых 2 часа, решаем закончить наше чудесное приключение в Энерджеландии. Бодрым шагом идем к выходу. Скажу честно, экстремальные съезды с американских горок никак не поспособствовали возникновению аппетита, поэтому в самом парке мы ничего не ели. Ну а кому интересно, тот может ознакомиться с меню одного из ресторанов парка. Как видим, супы здесь стоят около 18 злотых, 150-граммовый гарнир из риса или картофеля фри 10 злотых, а вот за котлету или рыбу надо будет уже отдать от 30 до 50 злотых. Кофе от 11 до 16 злотых. Ну что ж, впереди нелегкая 7-часовая поездка домой. Подведем короткий итог нашего приключения. Итак, мы вошли в парк в 11 и вышли из него в 16. То есть наше время пребывания составило 5 часов. Планируя свою поездку в Энерджеландию, я наивный собирался прокататься на 12 аттракционах. В итоге прокатались на 5 экстремальных и на одном семейном. Сразу скажу, мой дорогой зритель, я тебе не завидую, если ты собираешься приехать сюда в высокий сезон или в выходной день. Я уже сейчас понимаю, что наше время ожидания в очередях от 35 до 45 минут это немного. Думаю, в высокий сезон на популярные аттракционы это время будет составлять от часа и выше. На скольких аттракционах ты сможешь покататься, думай сам. Вместе с тем замечу, что лично я считал бы миссию по посещению парка удачной, даже если бы мне удалось прокатиться только на 2 аттракционах – Гиперионе и Задра. Думаю, только ради этих фантастических американских горок можно приехать в парк. Если тебе понравилось мое видео, поставь лайк и подпишись на канал. В моем следующем ролике я покажу, что мы увидели в Кракове за один день. Думаю, будет интересно.